Здравствуйте, товарищи! Мы с вами на информационном агентстве «Аврора», в студии Роман Шахов, и это передача «Горизонты будущего», в эфире передача «Горизонты будущего», а это значит, что на прямой связи с нашей студией геостратег Андрей Школьников, автор и ведущий этой передачи. Андрей Юрьевич, приветствуем! День добрый. Поговорим сегодня на очень любопытную тему. Вот хорошая заметка получилась из двух частей у Андрея Юрьевича Школьникова. Она вышла, по-моему, чуть ли не сегодня утром. Такая свежая, как говорится, с пылу с жару. И тема эта о Палантире. Вообще об этой теме... ИИ, вот эти вот ИИ, когда произносят, у меня все время такое ощущение икоты идет, хотя говорят, что вот это ИИ, это очень серьезная перспектива, причем со знаком минус во многом, даже не со знаком плюс, а со знаком минус. Ну и, соответственно, Палантир, который уже набил оскомину, Алекс Карп, там еще и где-то вдалеке Питер Тиль, там и Илон Маск со своими старлинками, и PayPal'ами там и так далее и тому подобное. Но в итоге, по мнению Андрея Юрьевича Школьникова, Палантир, который сейчас пытается стать таким лицом, что ли, вот этой цифровой диктатуры, как-то либо опоздал, либо не вовремя вскочил в этот поезд истории, или, скажем так, опоздал на этот поезд истории. Вот как раз попробуем сегодня выяснить. В итоге я слышал, Андрей Юрьевич, это я уже обращаюсь непосредственно к вам, я слышал о том, что, да, действительно, такое ощущение, что цифровики вот в последний год или полтора, видимо, сделали какой-то фальстарт. Рано начали заявлять о своих каких-то намерениях. В итоге это все сейчас как-то отошло в сторону. И по большому счету, да, Палантир имеет свое влияние, имеет свои возможности, но, тем не менее, это не так мрачно, как могло показаться в других вариантах, что ли. Так вот, Андрей Юрьевич, в итоге Палантиру быть именно в таком цифровом, что ли, варианте концлагеря? Или все-таки действительно эти ребята немного пошли не туда, и их будут потихоньку сдвигать в сторону? Да, день добрый, друзья. Ну, смотрите, начнем немножечко издали, поскольку нам нужна общая канва, общее понимание вообще происходящего. Первое, с чего мы начинаем, то, что идеи права либеральных глобалистов по построению своего мира, они естественны, живучие, в их представлении так и должно быть. Там у них психика, психология, мировоззрение специфическое, может, как-нибудь поговорим на эту тему. И то, что они хотели сохранить контроль над миром, да. Лет 10 назад, когда, собственно говоря, начал анализировать, потом расписывать и прогнозировать стратегии поведения разных игроков, разбирал, что удержать доминирование и господство над миром с помощью финансово-монетарных инструментов не выйдет. И мы это наблюдаем. Чем так хорошо наблюдаем, все сыпется, ломается. И следующим вариантом, который был скажем так, доступен, это как раз были вопросы цифровизации. Цифровиков, программистов, айтишников, то есть взять контроль над миром через контроль информации. Причем мы говорим о контроле данных, не о контроле алгоритмов. Вот ключевая ошибка то, что они пошли через контроль данных. И тогда же стало понятно, что и это у них не выйдет. Да, собственно, их стратегия будет заключаться в том, чтобы максимально создать, сохранить инфраструктуру для будущего захода. И мы это видим в самом начале 2022 года, еще до начала СВО. Клаус Шваб выпустил свою чудную, называется, книжку по итогам общения с полусотней наиболее выдающихся интеллектуалов и влиятельных либерального мира, суть которого была в том, если кратко, что в ближайшие 30 лет глобализм не пройдет. Мы это понимаем, поэтому давайте затаимся, но мы вернемся, мы обязательно вернемся. И как раз возвращение будет через IT, через информационную инфраструктуру, которую нужно спасать, которую нужно сохранять, что они сейчас и делают. То есть тот же Илон Маск, работающий в связке с Америкой отцов-основателей, это не про то, что они забыли про свои планы, это как раз про то, что инфраструктуру нужно спасти, чтобы она не была разрушена, исходя вот из текущих требований и понимания, к чему это все ведет. Соответственно, когда мы начинаем говорить о
Почему это не получилось? Ну, тут нужно еще понимать, что видно, это стало, ну, давай так, 17-18 год были сделаны стратегические ошибки, которые, собственно, предопределили происходящее. Был ли шанс для создания цифрового концлагеря? Был ли шанс для данных механизмов? Был. Но для этого нужно было совпадение следующих условий. Геополитическое доминирование в мире и технологическое доминирование в мире. Доминирование. Не просто так. Для чего нужна геополитика? Чтобы всех заставить следовать выбранным курсам. То есть это должно быть военное превосходство, экономическое превосходство, смысловое ментальное превосходство. 17-й год это еще можно было запустить. Но тогда уже было понятно, что времени в обрез. А далее к этому, к общему, необходимо было технологии. Причем технологии не на уровне, у нас есть открытие, у нас есть замечательные, только мы это производим. Нет. На уровне наличия инфраструктуры для контроля и программного обеспечения для контроля. Вот тогда уже было четко понятно, что инфраструктуру для контроля они не построят. Просто банально не успеют. Нужно было до того, как геополитическое, в условиях мировой, общемировой катастрофы, в то время как геополитическое происходит падение, ослабление, нужно было успеть построить инфраструктуру. Вот, грубо говоря, то, что они сделали сейчас, должно было появиться году в 18-19. То есть нейросети должны были появиться там. Но это было технически невозможно, поскольку это минус одно большое поколение по микроэлектронике. Большое поколение. Не малое поколение, там, которые процессоры там, 16 20 поколение. Не-не. Мы говорим именно о большом. О нанометрах, то есть в конце десятых годов нужно было иметь технологии текущего уровня, плюс программное обеспечение текущего уровня, а его не было. А сейчас уже не хватает геополитической мощи и воли для того, чтобы всех заставить, для того, чтобы ввести монополию. Нужна монополия. А ее даже близко нет. То есть надо для того, чтобы создать концлагерь, нужно было уже иметь силу для того, чтобы заставить всех к этому присоединиться. То, как это произошло в 2013 году, ну 12-13 год, когда, по сути, соглашения о торговле услугами, транстихоокеанское, трансатлантическое партнерство были навязаны. То, что Соединенные Штаты сами из этого вышли, это как бы отдельная история. Но они смогли тогда это продавить. Вот сейчас, если бы им нужно было делать только, не пошли на это, что они сделали? Первое, они решили удержать распадающуюся геополитическая мощь за счет инклюзивного капитализма, борьбы с глобальным потеплением и применительной медицины, поставив на это, не получилось. Не шмогла. Ну, вот так вот называется. Соответственно, следующий момент, который у них пошел уже айтишные все вот эти вот моменты, это появилось только сейчас. То есть то уже потеряли, а это еще не приобрели. То есть даже окна возможностей, форточки возможностей не было. И вроде бы все красиво, все хорошо, но пазл не собирается. Нужно было, чтобы эти тренды были внахлёст. И вот в момент нахлёста можно было делать. Но это было упущено. Поэтому тогда я еще сказал, что, ребят, у них не выйдет, но они будут пытаться всячески сохранить инфраструктуру, встраивая, объясняя ее, нарабатывая для будущего. Дальше была следующая ошибка. Они упустили монополию. То есть им в 17-18 году надо было, тот же Пентагон не смог продавить Google для того, чтобы тот принял участие, и, собственно говоря, и всех остальных гигантов, чтобы он принял участие в системе как раз военной. То, что стало потом Палантиром. То есть это Maven Smart System. Да, МСС. МСС. Да. Вот 17-18 год. А почему тогда не получилось, а сейчас это получилось, и все-таки Google-то они продавили? Нет, они не Google продавили. Они тогда мощь, значимость и вообще набор веса корпорации был таков, что, в общем, не достигли консенсуса. У вас, с одной стороны, коммерческие интересы, с другой стороны, некие геополитические абстрактные интересы на будущее, которые требуют самоограничения, которые требуют секретности. Система того времени не позволила это сделать.
в принципе. Ну, плюс еще был, собственно, конфликт по линии власть США и корпорации. Была сделана ставка на Трампа, это первый срок его, на демонтаж той системы. И все корпорации были четко выстроены вот единым фронтом против любых нововведений. И им это не смогли нанести. В итоге тот же Пентагон был вынужден эту функцию передать, ну, создание ее передать компании Palantir. Да, она известна с 2003 года, среди инвесторов там ЦРУ, связанные с ним структуры активно сидят. Кто бы мог подумать? Это фактически выведены на аутсорсинг подразделения вне системы, чтобы ее не убила бюрократия. Ну, не более, не менее. Часть функций вывели, заказчик понятен, и вот этим вот неким таким самодеятельным образом они делали то, что делали. Да, они сделали сейчас. Отрицать ее пользу, выгоду этой системы, ну, будет глупо. Она ценна, она эффективна, она очень, ну, как бы удобна, даже в том виде, в каком она сейчас есть, но она добавочна. Она является не самоценностью, она является одним из компонентов общей системы противостояния. Под нее нужно соответствующее вооружение, нужна армия, нужна политическая воля, нужно доминирование, отсутствие рисков ответных ударов и много вот еще чего тоже близко нету. То есть сейчас эта система работает на холостых ходах. Ну вот так вот, что вот такое вот. Творит неторопливо. Почему? Потому что других вариантов нет. Они знают, как применить, но не могут. Потому что появился гиперзвук. Потому что появился страх перед ядерными силами России с пониманием того, что Россия может уничтожить. Что в какой-то момент времени это будет уже или вы переходите к Третьей мировой войне, вскрывая все, или по вам начинает прилетать тоже вскрывая все. И шансов у вас на это никаких. Поэтому, когда мы начинаем такие вот вещи смотреть, внимательно. Была ли возможность? Не планов громадье, а накладываем условия, накладываем тренды. Эти тренды говорят, ребят, у вас не получится. Возможности нет. Соответственно, насколько это вообще могло быть страшно? Ну вот представим себе, что это запускается всерьез. Деградация, распад глобального мира идет медленнее. Вполне возможно, скажем так, чуть аккуратнее, чуть еще как-то, ну, не самый, называется, оптимальный вариант был выбран, ну, запас был. Далее мы говорим о том, что эти функции были бы спрятаны. Подобные технологии нельзя разрабатывать открыто. Вспомните, как появлялся гиперзвук, как разрабатывалось ядерное оружие в предыдущую эпоху. До самого последнего момента никто об этом не знал. До тех пор, пока это уже не могло лететь, называется, бить, то есть когда уже скрывать невозможно. Когда вы понимаете, что оно уже идет практически промышленной эксплуатации, вы тогда начинаете это показывать. О ядерной бомбе узнавали, когда произошел взрыв. Все. Произошел, все зафиксировали, отрицать бесполезно, мы ее получили. Вот здесь нужно было то же самое. Нейросети по масштабу могли стать по мощи как ядерное оружие. По значимости. Если бы на них была монополия, и если бы это было использовано с толком. Андрей Юрьевич, появляется... я буквально одну фразу. А вот то, что сейчас нейросети влезают в нашу жизнь очень активно, я имею в виду в России, да и во всем мире, это не тот объем, это не так страшно? Нет. Или все равно? Ну, потому что это все-таки не очень приятно, вот лично мне, допустим, и многим из нас. Это не является уже чем-то страшным по простой причине. Джин, выпущенный из бутылки, технология стала известна. Угу. У вас сейчас происходит инструментарий, который, как это было создавать так, чтобы было максимально эффективно. Вы вешаете на это все гриф, никому не говорите,
Далее у вас появляется, делаете всю нужную математику, никаких патентов, ничего, вот просто все подзакрыто. Далее в какой-то момент времени вы просто, наработав нужное количество мощностей, не как сейчас идет гонка бешеные там крысиные бега, где все дружно пытаются нарастить мощь вычислительную, не хватая ни ее, ни энергетики, вообще ничего. Потому что выметается все по миру, причем инвестиции, которые вкладываются, они не окупаемы. Сейчас потратили вот то, что заявлено, миллиард, ой, триллион 600. Вот то, что заявлено только. Окупилось 600. И весь период насыщения уже выбран. Все плюс-минус одинаковые. Плюс новое поколение нейросетей начали быть хуже. Изначально в рамках маркетинга, в рамках рекламных, туда вгрохнули мощностей с запасом. Сейчас эти мощности начали отключать, ну, скажем так, для экономической эффективности. И качество пошло вниз. Плюс галлюцинации все больше и больше. У вас идет самопыление нейросетей. Они учатся не на чистом материале, сделанном человеком. Они учатся на продукции самих же нейросетей. Вы сейчас уже не отделите. Вам для обучения нужны громадные количества информации. Вы не отфильтруете то, что создано человеком, то, что не создано человеком. Именно поэтому сейчас активно скупают старые книги, уничтожая их по сути, для того, чтобы учить нейросети. Но в какой-то момент вы выходите за пределы вот этой вот маленькой песочницы, поскольку вам нужно шире. И вы начинаете потреблять то, что, собственно говоря, уже произвели нейросети. 20-30% это начинается самопыление, это начинаются галлюцинации. И от этого уже не избавиться. Качество идет вниз. Чем дальше будет только хуже. Вы можете делать маленькую локальную сеть на чистых материалах, там, используя архивы и прочие моменты, но это будет меньше по производительности, меньше по возможностям, чем, собственно говоря, есть. И с этим нужно что-то делать. А сделать уже ничего нельзя. Информация замусорена. И в итоге мы приходим к тому, что... ну плюс вы еще открыли с дуру все алгоритмы. Вы еще объяснили, вы начали делать коммерциализацию всего этого. Это все расползлось в попытке окупить. И в итоге китайцы копируют предыдущие итерации всего этого сделанного и демпингом рушат среду. Потому что они действуют в своей обычной логике. Мы заходим на рынок с более хреновой продукцией, дико демпингуем, уничтожаем среду, выкидываем оттуда всех, делаем монополию и дальше поднимаем цену. Но здесь это не получится. Это работает там, где у вас ширпотреб. Там, где у вас высокотехнологичная продукция, там, где у вас необходимо постоянное развитие, так не получится. Как только китайцы убирают среду, в ней прекращается развитие, она превращается в болото. Они сами не способны делать прорывные открытия. Они способны распаковывать. А здесь это нельзя, здесь это значит смерть системы. Ну и плюс своим демпингом они действительно, они подрывают Америку, подрывают корпорации, загоняя их в обвал, и сами грохнутся. То есть они выбрали стратегию, но не для того рынка. Еще раз, для рынка ширпотреба это работает у них постоянно. Это их вот классика их. Отраслевой корпоративной стратегии, но не для этой отрасли. Здесь нельзя. Высокотехнологичная продукция так не делается. Соответственно, если бы все это было запущено, мы бы получили бы сейчас наднациональное правительство. Не общий доступ к нейросетям, нет. Доступ только для принятия серьезных решений, управленческих. Вы представьте себе, появляется какая-нибудь компания, которая предлагает там, африканским странам создание у нее чиновничьего аппарата, который вот это все генерирует, где 97-98% документов будет делаться мгновенно, моментально, без человеческого фактора, без коррупции, без всего. И малый процент проверяется, кормятся нужные люди. Это во сколько раз можно сократить чиновничий аппарат? Это можно на аутсорсинг выкинуть всю административную часть. И для них это вау. Это, условно говоря, вот наши сейчас госуслуги отправить в 90-е годы. Вот так это выглядит. Ни чиновников, ни сборов подпись нет. Зашел, заполнил, получил результат.
киоску подошел, получил ответ от государства. Со всеми бумагами, разрешениями, как это все делается. Там даже пауз не будет. И вот это бы очень привело бы к тому, что довольно быстро значимая часть малых и средних стран третьего мира оказалась бы под полным управлением текущим нейросетей. То есть транснациональных корпораций. Где 90 с лишним процентов решений делалось бы идеально для людей, а все, что нужно для коррупции и интересов корпорации, делалось бы соответствующими скриптами. Вот что это могло бы быть сейчас. Если бы они это спрятали под секретность и начали делать, и догнать их было бы дико сложно. Вот тогда бы действительно это был бы прорыв. Не было бы конкуренции. Поскольку для того, чтобы это догнать, нужно лет 10. Плюс нужны вычислительные мощности, нужна математика, понимание, а поляна была бы занята. Вот как надо было делать. Но они нырнули в коммерциализацию. Они нырнули в создание доступных нейросетей, в попытке получить за это деньги. Не влить туда денег государства. А сейчас куча этих нейросетей, куча вычислительных центров. В реальности на порядок меньше можно было потратить и получить эффект, который я описал. Но они же бабки свои получили. Эти деньги и можно получают? было легко... Нет, они работают все в убыток. Даже западные таблоиды, журналисты, эксперты вовсю уже говорят о том, что если в ближайшие несколько месяцев не будет выхода на точку безубыточности, то есть станет понятно, что это, что это дырявое ведро без дна, будет обвал всей долины пирамид. Весь этот бигтек рухнет. Да? К этому мы идем. И Китай с ним рухнет. Потому что они это все субсидируют. Они это все, американцы, там, это корпоранты, показывают в рамках отчетности эти все дыры финансовые, Китай просто не показывает, но они такие же. И эта гонка идет. Вычислительных мощностей нет, денег нет, но все как бы вот идет. Соответственно, возвращаясь к Палантиру. Это ребята, которые просто на субподряде Пентагона создали систему, не общую нейросеть для всех, а вот локальную. Что, собственно говоря, и нужно было делать. Тихо, спокойно. Так беда в том, что под нее нет армии. Под нее нет ВПК. Под нее, ничего нету. И политической воли в том числе. Она замечательно может анализировать, собирать информацию, а дальше что? Кто нажмет на кнопку, кто даст команду, кто поставит себя под риск, да и чем еще вообще стрелять. И сейчас получается система, как условно говоря, они гордо приходят и говорят, мы сделали замечательное крыло для самолета. Прорывное, замечательное, вот все идеально. Осталось только теперь сделать к нему двигатель, авионику, корпус, вот все, вот что нужно, и можно загружать туда блэкджек и шлюх и полететь. И говорит, ребята, стоп, у нас катастрофа. Стюардесс не будет. Ничего не будет. Никакого двигателя, еще лет 10 надо, чтобы двигатель создать. Чтобы создать армию ВПК, да еще и не факт, что получится. У нас возможности нету. И вот они сидят с этим черным крылом и начинают его рекламировать. У них сейчас роуд-шоу идет. Они ездят по миру с пиаром, по всем глобалистским форумам, собраниям и рассказывают, какой есть шикарный инструмент, какие они молодцы. Давайте вместе захватывать власть. Мы сейчас все сможем, рассказывая, что они возможно. Куча пиара. А этот пиар в реальный мир не перетащишь. К нему необходима нормальная экономика работающая. Она в катастрофу ныряет. Она рассыпается. Геополитическая стабильность, доминирование, а ее нет. Вы можете сколь угодно рассуждать о том, что вы сейчас в цифровом мире всех порвете, но если у вас просто выдернут розетку, шнур из розетки, на этом все закончится.
Как в свое время говорил один товарищ полковник, тогда еще, по-моему, действующий, на лекциях у нас. Стойкость шифра никогда не превосходит стойкости шифровальщицы. Ищите самое уязвимое место. И вот, собственно говоря, вот все ваши элементы вот сводятся к нему. Стойкость шифровальщицы, ну, мы понимаем, какая. Вы можете сделать замечательную вещь, но в рамках глобального мира нет. Вот в рамках глобального мира вот она такая, какая есть. Поэтому улыбаемся и машем. Все эти рассуждения с палантирами и прочее, это локальный продукт, который пытаются растянуть на все. У нас есть такие деятели тоже, которые бегают и утверждают, мы сделали что-то очень ценное, и это является практически граалем для всего. Да нет, друзья. Вы свою придумку пытаетесь растянуть на все, доказать ее значимость. А она требует комплексности, масштабирования. А этого нет. Поэтому в ближайшее время мы будем наблюдать всех этих чудных айтишников, которые будут собираться в условные бильдербергские клубы и прочие собрания, проводить отдельные секции, создавать тайные общества меча и орала с рассуждением, как они будут строить цифровой концлагерь, под который нет возможностей. Комплекс. У вас его нет. С точки зрения мировых элит, ну, это специализированные обслуживающие фрики. Из молодых денег. Не способные пережить катастрофу. Но деньги в это вкладывать будут? Это будет продолжать как-то, даже если это пока не приносит каких-то дивидендов, на которые они рассчитывали? Им нужно в это все вложить так, чтобы это можно было сохранить, и оно пережило катастрофу. А оно может не пережить катастрофу? Вполне. Если условно падение микроэлектроники будет хотя бы до 20, ну, как бы до 24 нанометров, 12-24, и это затянется лет на 15-20, то большая часть вычислительных мощностей выйдет из чата. Где-то по естественным причинам, где-то, собственно говоря, по неестественным причинам. Андрей Юрьевич, а если вернуться опять же на наши родные берега, вот у нас сейчас очень много говорят про ИИ, про все эти цифровые технологии, многие боятся, что действительно эти цифровые технологии заменят людей, уже в некоторых корпорациях там идут какие-то увольнения или сокращения. Вот у нас как на это реагировать вообще людям, ну, скажем так, не настолько погруженными в эту тему? Роман, по поводу сокращения увольнений, смотрите, у нас сейчас мир заходит в общемировую катастрофу. Россия волей-неволей получит свою норму кризисных явлений. Плюс большая часть нашей экономики, управленческой системы строилась в нулевые годы. То есть, если капиталы накапливались в 90-е нулевые, то, как правило, все офисные структуры, распределения, принципы — это нулевые годы. Далее в 10-е годы немного корректировалось, но более-менее устаканилось. Насколько это все соответствует современным актуальным вызовам и трендам? Мы говорим по крупным городам, мы говорим по Москве, мы говорим про постиндустриальной структуре. Да не насколько. Нам нужно будет под новые условия очень серьезно перетряхивать социальную структуру занятости и много еще чего. В советское время куча лишних людей сидела в НИИ.
Сейчас куча лишних людей сидит в Везде. офисах, в офисах. Везде. Это естественный процесс, так происходит всегда. Если вы не проводите жесткую чистку, резкие изменения, не режете мясо как бы, и по-живому это все, у вас начинает закисать. Вот наше общество офисное наполнилось сейчас офисным планктоном и эффективными менеджерами. Мы видим Под каким результаты. соусом их готовить и ротировать, ну давайте честно скажем, не важно. Если это будет делаться с рассказами о том, что сейчас искусственный интеллект все сделает, то можно и так, можно просто делать это все. Вот как оно происходит. А вот может быть такое, что искусственный интеллект будут насильно внедрять? То есть, вот, допустим, к примеру, какая-нибудь корпорация, может быть, не очень серьезная, но такая не маленькая. Вот она говорит, мы не хотим использовать искусственный интеллект, у нас вот есть возможности обойтись без него или там, так сказать, совершенно на таком Ну, минимальном значит, уровне. если к этому сейчас все идет. С точки зрения безопасности, сейчас будет тренд на закрытие, называется, доступа нейросетей и работы с нейросетями внутри больших компаний, особенно государственно значимых. Ну, естественно, я вот, в принципе, это имею в виду, потому что нейросеть – это такая штука, опять же, нейросетями все равно управляют люди. Она сама по себе не может Там функционировать. нет, слово управление здесь некорректно. Люди обучают и, скажем так, вносят определенные идеологически, коммерчески и далее обусловленные корректировки. Такое бывает. Ее можно обучить на каком-нибудь, называется, соответствующий, если вы начнете сейчас обучать нейросеть на западном всем мусоре, у вас понятие там, морально-нравственных ценностей будут соответствующие. И Так а любые у попытки нас, там что-то спросить. а свое-то у нас есть? Хорошо, зарубежный мусор, я согласен. А свое? На чем в Вопрос, своем-то вопрос в обучать? том, если, ну нет, материал есть, вопрос в том, что это все должно, ну как бы по мощности нужно. А сейчас идет гонка. В чем беда? Сейчас идет гонка мощностей. Как вот помните, была такая команда «Звездные войны», Сои и прочее, Советский Союз, на Конечно, чем надорвался. Вот конечно, да. сейчас идет примерно такая же вещь. Попытка всех загнать в соревнования по искусственному интеллекту с закачкой. Из серии «Бежим, бежим», во что бы то ни стало, кто первый пробежит, тот победит. Друзья, нифига. Прибежать первым и захватить, значит уничтожить всех. Как вы с помощью нейросетей коммерческих уничтожите всех остальных? Вы искренне считаете, что вы сейчас на полгода, год опередите, а реально больше нельзя, поскольку логика вся видна, там ничего сверхсложного нет. Математика вся понятна. Алгоритмику вы вскрыли. Вопрос упирается в вычислительные мощности, электрогенерацию и материал, на котором это все обучение идет будет. Вы вот это все сейчас запускаете. Да, вы опередили на полгода. Это вам с точки зрения коммерциализации что-то дает? Нет. Нет. Вы не захватываете гору, вы не уничтожаете всех конкурентов. Конкурентов сейчас нейросетей можно уничтожить только физически или финансово. Что, по сути, равно Да, физически. то же самое, по Финансово, большому счету. абсолютно. Финансово имеется в виду выкинуть их с рынка, заставить уйти при, скажем так, высокой политизации данного вопроса, ну, опять сводится к физическому. Вопросу дефицита энергии, дефициту микроэлектроники и прочее, прочее. Вот. Идет гонка. Кто быстрее больше создаст. А идет уже по насыщению. Там не экспоненциальный рост. Там рост идет по логистической S-образной, S как доллар, кривой. Все, мы уже на полку выходим. Правило Парето. 20% усилий, 80% результата. А мы давно уже в другом хвосте. Где 80% усилий, 20% результата. Мы там уже вот в этом вот хвосте.
где маржинальность, эффективность предыдущих вложений в разы выше была, чем сейчас, а все хуже, хуже, хуже. Мы тогда не смогли на окупаемость выйти, мы как на нее сейчас выйдем? Да, есть мечты о качественном рывке. Нет под качественный рывок оснований, поскольку у вас экономика сыпется вниз. Можно было бы рассчитывать на качественный рывок, если бы в мире все было хорошо, и вы могли резервы бросить туда. Но у нас сейчас резервы идут на выживание, на сохранность глобального мира, на устойчивость. У нас сейчас вон Дональд Трамп развлекается, приучает мир к дефициту, к ограничению потребления нефти из Персидского залива, то есть в мире в целом. Китай уже, называется, резко сократил объемы закупок, ужимаясь, экономя, готовясь к сложным временам. Сейчас все там будем. Поэтому, друзья, то, что мы видим, как бы это увлекательно, замечательно. Ой, ну, знаете, что бы называется, могло бы быть, если бы все-таки, давайте все-таки проговорим, как бы был мир, если бы у нас эти ребята все-таки успели бы сделать то, что хотели. Был бы этот, ну, временного зазора не было, плавно бы переходили. Понятно, что это сейчас уже мало, тогда было маловероятно, сейчас уже закрытый сюжет. Давайте так, мы бы наблюдали не технологический рассвет. Если бы все вот эти чудики с нейросетями пришли к власти, мы бы наблюдали на 2,5-3 поколения технологического застоя. Поскольку им надо было перекрутить, сломать, перестроить общественную сферу всю под контроль, под сохранение управляемости. Какие нахрен новые технологии? Они бы сделали уклад 5++, в варианте, и держали бы несколько поколений развития в мире, уничтожая любые очаги и потенциальные ну, как бы возможности к сопротивлению. Вот что было бы. А потом, да, потом уничтожив религии, уничтожив этнические самосознания, добившись того, что это все является важным лишь там для стариков и неких небольших архаичных групп, они начали бы перестраивать мир. Создавали бы территориально-профессиональные сообщества, типа касты и варны. Устраивали бы, разделяя властвуй, с враждой всех и вся. И добивались бы, ну, как бы, ну, более управляемые. И тогда можно было бы запускать развитие. То есть, если бы вот эти все Тили и прочие бесы победили в свое Карпы. время, то до начала 21 века никаком технологическом развитии речи бы не шло. Вообще. Потому что когда вы начинаете увеличивать уклады, вы создаете систему более мощную, более сложную, чем предыдущий. А у вас все управление построено на технологии уклада 5++. А вы создаете 6-й уклад. И это начинает ломаться. И у вас начинают появляться очаги сопротивления. У вас получается более сложная система, которая как раз способна дать решение парадоксов. Парадокс нельзя решить в рамках ограниченной области, ограниченной векторной системы. Вам необходимо увеличение размерности. Условно говоря, парадокс индустриального уклада нельзя решить в рамках него. Но вот в рамках постиндустриального уже можно. С большой вероятностью. Ну как, с вероятностью. Не все, но появляется больше возможностей. Дальше, дальше, больше и больше. Вы с плоскостью уходите в пространство. Многомерное. И то, что вам сейчас кажется нерешаемой задачей там, телепортации, вот у вас на плоскости, ну, там, нерешаемая задача. Вот как вот из этой точки перейти вот в эту точку. А в объеме у вас вот, условно говоря, объемная фигура, и вы понимаете, как это происходит. Мы сейчас рассуждаем по поводу квантовой спутанности, каких-то еще моментов. Вводим ее как? Ну, вот есть и есть. Модели строим. А в реальности это всего лишь выход на более высокое пространство, где эти вещи оказываются связанными. Вот когда мы начинаем смотреть технологическое развитие, пока не решены будут проблемы здесь, переходить дальше было бы нельзя.
Поэтому это были бы очень сложные поколения. Ну, сейчас тоже непросто. И, в общем-то, Сейчас тоже. все с точки зрения общего развития, сейчас все даже очень неплохо, поскольку оно запущено. У нас идет массовое развитие, массовое ускорение. Да, еще не везде и не во всем. Да, ширпотреба, да, соответственно, конечное потребление идет много-много позже. Но у нас сейчас начинает преодолеваться застой. У нас с 80-х годов идет кризис фундаментальной науки. Потом кризис в прикладной науке, в инженерии. Сейчас на фоне всех вот этих вот стимулов внешних факторов появляется возможность эти кризисы преодолеть. И это хорошо. Понятно. Спасибо, Андрей Юрьевич. В любом случае, очень интересная тема, да, и несмотря на то, что, допустим, я далек от этих технологий, ну, как далек, все-таки не близок и не совсем в них разбираюсь, но, по крайней мере, фамилии Тиля, Карпа и Маска, они на слуху, и я понимаю, что это ребята, ну, скажем так, не особо нам друзья, и мне уж тем более. Не знаю, может, у нас есть какие-то Тили, Карпа и Маски, но они пока сидят в засаде, может быть, когда-то появятся. Тем не менее, все равно мы живем в такое время, когда это надо знать и попытаться, по крайней мере, ориентироваться в этом, насколько Не это бояться, возможно. понимая, что мы проскочили самую большую опасность. Поэтому, друзья, ну, не все так страшно. Не все так страшно, и вот это вот замечательное завершение эфира. Не все так страшно, ребят, как многие мои коллеги, я не говорю там на «Авроре», а вообще, в принципе, многие коллеги, которые ведут какие-то стримы и эфиры, говорят что-нибудь позитивное на прощание, напоследок, или что-нибудь положительное для хорошего настроения. Вот замечательный эфир и замечательное завершение этого эфира Ну, сегодня. ну это пошло. Ну что значит называется? Я поэтому никогда этого не прошу, просто вот так получилось. Ну, действительно, в таком приподнятом настроении будем завершать этот эфир. Я не люблю просить, давайте что-нибудь положительное. Ребят, не надо выпрашивать что-то положительное. Каждый видит в меру своей испорченности, чувствует и слышит и так далее и тому подобное. Смотрим вокруг, как я говорю, анализируем, думаем, наблюдаем и пытаемся сделать мир и себя лучше, насколько это возможно. Передача «Горизонты будущего» была на информационном агентстве «Аврора». Меня зовут Роман Шахов. На прямой связи с нашей студией был геостратег Андрей Школьников. Подписывайтесь на все ресурсы Андрея Школьникова, подписывайтесь на все ресурсы «Авроры» и также канала «Точка сборки». Ну и помогайте «Авроре» чем можете. Ваша помощь для нас очень важна. Андрей Юрьевич, спасибо. До новых встреч. А вам, дорогие друзья, всего доброго. До свидания. Всего доброго, друзья. Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.